Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Джозефом Байденом. Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту главы Белого дома. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и, с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире, всего международного сообщества. Стороны выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни завершатся все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов. Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую. Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из договора по открытому небу, проблематика сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Белый дом сообщил, что Байден говорил с Путиным о взломе SolarWinds, Навальном, вмешательстве в выборы. Байден заявил Путину, что США намерены твердо реагировать на пагубные действия РФ. Байден и Путин договорились поддерживать прозрачное и постоянное общение, а также будут искать возможности для дискуссий по стратстабильности и вопросам контроля над вооружениями и безопасности, сообщил Белый дом. Стороны предписали своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Байден отшутился от журналистов, которые атаковали его с вопросами про Путина. На вопрос, о чем он говорил с Путиным, Байден на ходу ответил: «О вас. Он шлет наилучшие пожелания». Интересный факт. Буквально накануне, давая ответы на вопросы журналистов, Владимир Путин назвал Трампа президентом, хотя Порошенко упомянул как бывшего президента. Некоторые мои коллеги, например, президент Трамп, он известный бизнесмен, или бывший президент Порошенко. Что это, оговорка или сигнал? Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермил. Алена, Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира.